Всем добрый день, дорогие друзья, всем добрый день, дорогие подписчики. Тема сегодняшнего ролика – отек сустава после операции. Знаете, в реабилитации есть такие темы, на которые нужно говорить часто и на которые нужно обращать особое внимание пациента в период после реабилитации. Так вот, контроль отека и вообще вот эта вся тема с отеканием сустава либо полностью ноги после операции, мне кажется, она очень важной, и об этом нужно говорить, и нужно говорить часто. Без откладывания долгого. Давайте я вам прямо сейчас расскажу, почему в реабилитации мы не любим отек. Две основные причины. И вторая часть ролика, основная часть ролика, я вам расскажу 4 способа, основные 4 способа для снижения отека после операции. Если вы знаете другие, пожалуйста, добавьте мне их потом в комментариях. Почему в реабилитации мы не любим отек сустава, либо отек полностью ноги? Две основные причины. Это потому, что отек, он мешает выполнению упражнений, которые мы рекомендуем нашим пациентам. Соответственно, это очень важно в период реабилитации. Это, наверное, вот самый первый пункт по важности. Это выполнение упражнений, рекомендованных реабилитологом после операции. Так вот, отек нам в этом мешает. Отек мешает по большей части в возврате амплитуде движения сустава по всем направлениям сустава. Поэтому мы его не любим. И вторая причина, также немаловажная причина, это то, что отек, сохраняющийся длительное время, он физиологически, если хотите, так устроена природой, не знаю кем, физиологией человека. Но отек в длительном периоде, он меняет структуру наших волокон, и появляется больше коллагеновых, так называемых волокон, то есть волокон, которые твердые волокна, которые дают затвердение сустава, либо, если хотите, иными словами, контрактуру. То есть вторая причина, главная причина, это то, что отек является одной из причин появления контрактуры в суставе после операции. 4 основные способа для снижения отека, которые существуют, то есть как бороться с отеком после операции. Первое, используем то, что даровано нам космосом, я не знаю чем, нашей Землей, это эффект гравитации. То есть мы помещаем нашу, сейчас я рассказываю больше об операциях на ноги, но тоже можно делать и при операциях на руки. Но это мы помещаем ногу на возвышение, таким образом, чтобы нога была выше немножко уровня нашего сердца. И то есть мы начинаем совершать такие ритмичные движения ступней, соответственно, с законами физики, то есть с гравитацией. Жидкость начинает из сустава, из ноги, она начинает возвращаться вниз, то есть начинает снижаться, и таким образом снижается и сам отек. Данная рекомендация – это при сильном отеке мы начинаем 10-15 минут за один раз, 4 раза в день. Как только отек снижается, мы снижаем рекомендацию данную до 2 раз в день, желательно перед выполнением ваших основных комплексов упражнений. Второй метод борьбы с отеком – это самомассаж. Лечебный самомассаж, который мы делаем, то есть мы, в общем-то, помогаем физически, механически, мы помогаем вот этой застоявшейся нехорошей жидкости, которая не хочет никуда двигаться, мы помогаем плавными движениями наших рук. И основные правила самомассажа. Первое, он всегда делается снизу вверх, то есть от пальчиков ног и вверх. И второе правило самомассажа, это желательно минимально хотя бы знать анатомию ваших мышц. То есть, в общем, где что крепится и какие мышцы мы массируем. Третий совет, основной совет по снижению отека, это прикладывание льда после ваших упражнений, а именно 2 раза в день. И вот здесь вот путаница, которая создается среди пациентов, это то, что
А прикладывание льда, оно не снижает отек, который уже у вас был в суставе. То есть, если у вас отек, если вы начинаете прикладывать лед и надеетесь, что со льдом отек этот снизится, то нет, такое не произойдет. Такой метод работает в первые 48 часов после травмы. То есть, если сразу после операции либо травмы вам прикладывают лед, то это, да, поможет тому, что отек не будет, не скопится, да, не образуется. Зачем мы прикладываем лед тогда? Это потому, что мы хотим предотвратить возникновение нового отека. То есть, иными словами, мы не хотим, чтобы то, что отекло, отекало еще больше. И поэтому, да, эта рекомендация прикладывания льда, она рекомендована в дополнение к первому либо второму методу. Как дополнение с целью, чтобы помочь себе и чтобы не, так сказать, усугублять вот это положение с отеканием. То есть мы сделали упражнения, мы создаем воспалительный процесс, да, то есть мы работали, мышцы работали, сустав работал. Это, естественно, приведет к тому, что у вас воспаление будет появляться в суставе, которое бы привело бы к новому отеку, к еще большему, но мы все это стараемся затормозить и прикладываем лед после упражнений на 10 минут, как вы помните. И четвертая рекомендация по снижению отека – это сами упражнения, которые вы делаете. Здесь нет каких-то конкретных упражнений, то есть уже само движение сустава, уже то само, что вы с движением сустава вы двигаете свою капсулу, да, у вас капсула, через капсулу проходит отток частичный, да, из внутрисуставного отека, жидкости отходит, да. С упражнениями также вы задействуете работу своих мышц, то есть ваши мышцы работают как помпа. Вот это все, то есть это сами ваши упражнения, которые вы делаете, идеально это 2 раза в день, они, по идее, снижают отекание в вашем суставе. Вот такие 4 рекомендации. Я помещу свои основные ролики по всем данным рекомендациям. Да, вы можете посмотреть. Пишите ваши комментарии, делитесь, пожалуйста, вашим опытом. Я всегда вас призываю, пожалуйста, делитесь вашим опытом. Расскажите, как было у вас, как вы боролись с вашим отеком, что помогло, что не помогло. Спасибо большое, всем хорошего настроения, всем пока-пока и до следующих роликов.